Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Это уникальный вход, я его записываю сразу на наушники Anker Live P3. Здесь у нас есть активное шумоподавление не CVC, а ANC. CVC, конечно же, тоже есть, но ANC здесь более чем неплохой. Плюс есть функция прозрачности, помимо этого неплохие микрофоны, как вы сейчас слышите и услышите еще в ролике. У них просто отличные улучшалки звука, великолепный кастомный эквалайзер, который вы можете использовать прямо в программе. Пару глюков все еще есть, хотя прошивку я недавно и обновил. И в каком-то смысле они даже лучше, чем R2 из той же линейки, которая стоит намного дороже. Во всяком случае, по мнению большинства, как и меня, они намного удобнее. Об этом всем вы узнаете в ролике. Смотрим. Tube 918, здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры, без мата и ужимок, максимальное количество тестов, розыгрышей тоже море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Но постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Anker Soundcore Live P3. И помните, что я, наверное, скупаю все возможные беспроводные наушники, поэтому уже, наверное, 400 их пошла на канале. Но Anker всегда топ, о нем приятно рассказывать. Начинаем с распаковки. Коробка яркая, интересная и броская, при этом не теряет основного стиля компании. Как всегда у них все в лучшем виде. Качественный твердый картон, на котором есть изображение наушников и рекламные вставки, плюс спеки на английском. В комплекте идут наушники, зарядный бокс, кабель для зарядки USB Type-C, притом фирменный и очень такой неплохой. На розетке висеть наушником не придется. 4 пары сменных амбушюр неплохого качества и 5-я пара размера M по умолчанию стоит на ушах. Некоторое количество бесполезной макулатуры, только в брошюре по технике безопасности есть русский. Но для вас лайфхаки на русском языке, полную инструкцию всегда можно найти на официальном сайте Anker. При распаковке коробка чуть-чуть пахнет химией, сами наушники нет. Летим дальше. В продаже целый ряд цветов. Темно-синий, бежевый, коралловый, голубой и черный. У меня, как всегда, в черном цвете, как вы уже заметили. Я всегда в этом цвете наушники покупаю. Зарядный кейс изготовлен полностью, матовый пластик с глянцевой вставкой по периметру крышки. Имеет форму прямоугольного овала, визуально не поражает, но удобный и практичный. К сожалению, не софт-тач пластик, как у их топовых моделей, но тоже неплохо. Габариты составляют 61 мм на 53 на 31 мм, а вес 50 граммов. В кармане не мешается, но искать долго не придется. Тактильно приятный, неимоверно скользкий, марким не назовешь из-за цвета. Отпечатки и царапины сильно не собирает. Сборка в целом качественная. На корпусе имеется разъем для зарядки USB Type-C, тройной светодиодный индикатор на основании. Стандартная информация на английском и на крышке глянцевый логотип компании. Люфт у крышки есть, но только в закрытом положении. Открыть одной рукой можно, но не так просто, как хотелось бы. Внутри горизонтальное расположение мест под наушники, в каждом из которых по 2 контакта для зарядки. Между ними находится кнопка для первичного сопряжения, и по бокам удобное обозначение мест под правый и левый наушники, чтобы не перепутать, хотя вряд ли вы перепутаете. Наушники в боксе гуляют слегка. Если перевернуть открытый бокс, не вылетают. При сильной тряске, разумеется, вылетают на ура. При закрытии крышки хлопок незначительный, аккумулятор емкостью 800 мАч, что дает возможность 5-6 раз перезарядить наушники. Заряжается с 0 до сотки за 2 часа 55 минут по моим тестам. Быстрая зарядка есть, за 15 минут дает она 20% заряда. Также завезли беспроводную зарядку, что очень круто. Саморазряд есть, и это не есть хорошо, возможно, допилят потом, но это они идут прям по пути Huawei, у которых почти в каждой модели есть саморазряд у бокса. Летим дальше. Изготовлены наушники из глянцевого пластика с матовой вставкой на лицевой части ножки. Дизайн обыденный, но приятный глазу. Не сказать, чтобы вау, но главное, они удобные. Размер вы видите на экране, весит каждый по 5 граммов с амбушюрой. У меня в ухе сели удобно и плотно, так же, как у моих подписчиков, кто уже эти наушники купил. Никто не жаловался, что они неудобные. Это не самые удобные наушники по моему опыту, но тут все, конечно, зависит от анатомии ваших ушей, от того, что вы примеряли из анкеров, потому что для анкеров они мега удобные. При занятии спортом не выпадают, из рук на свободу вылетают и, в отличие от бокса, принимают на себя все мелкие повреждения и отпечатки пальцев. Лучше, чтобы они у вас не падали. На корпусе каждого наушника расположены по 3 микрофона с шумоподавлением CVC. Все стандартно, работает неплохо. В самом начале ролика слышали, и еще услышите примеры работы. На звуководе удобный выступ для фиксации амбушюр, на ножке по 2 углубленных контакта для зарядки и сенсорная панель управления тапами. Из тапов нам доступна пауза воспроизведения, регулировка громкости, переключение между треками, включение-выключение
включение шумоподавления и режима прозрачности, управление вызовами и активация голосового помощника. Отклик сенсорной панели отличный, ложных срабатываний по минимуму. Одно касание можно отключить-включить для защиты от обычных касаний. Live P3 имеют 11-миллиметровые динамические драйверы и технологии Bass Up. Шумоподавление работает нормально, но некоторые незначительные звуки иногда все-таки пропускает. Единственное, шумоподавление довольно сильно искажает само звучание, особенно выше 70% громкости. То есть при включенном Bass Up и даже без него, при активированном шумодаве, вы будете получать музыку не ту, что хотите. Режим прозрачности не раздражает, слегка преувеличивает по громкости окружающие звуки. Заряд в шторке вашего устройства, разумеется, виден, работают по одному, переподключаются бесшовно, сенсором приближения не завезли, как и мультипоинт. И это такой эпичный фейл, учитывая их немалую стоимость. Автоматически моментально подключаются после извлечения из бокса к ранее сопряженному устройству, анимация отсутствует, емкость аккумулятора одного наушника 63 мАч, полный цикл зарядки 1 час 10 минут. Отыграли у меня они 3 часа 45 минут на 100% громкости с включенным активным шумодавом и 6 часов 57 минут на 50% громкости. Имеется защита от влаги IPX5, мои тесты беспощадны к любым девайсам, и Live P3 вынесли тест водой отлично, притом микро не ухудшились. Никаких проблем с ними не произошло. И не забываем, что IPX5 это не IPX7, топить их нельзя, в душ с ними нельзя и в бассейн тоже. А вот дождя они могут не бояться. Для наушников есть приложение Soundcore, доступное на Android и на iOS. В приложении простое и понятное меню с хорошим переводом. После подключения наушников нам доступно главное меню, в котором вы можете увидеть заряд каждого наушника, но не в процентах, и заряд бокса вы тоже не узнаете вообще. Активировать шумоподавление, режим прозрачности, обычный режим и игровой. У шумоподавления имеется 3 режима на выбор: в помещении, в транспорте и на улице. Также у прозрачного режима есть 2 ступени: полная прозрачность и режим речи. Ниже есть 4 окошка: эквалайзер, который можно настроить вручную или подобрать пресеты. Далее настройка тапов, проверка посадки наушников в ушах и превосходный сон. Это набор звуков для медитации и хорошего сна. Но, правда, не знаю, кто спит в наушниках и зачем это нужно, тем более в затычках. Вполне возможно, они будут у вас давить на уши, когда вы будете в них спать. В правом верхнем углу вкладка «Настройки», в которой можно активировать звук прикосновения, обновить прошивку, что сделать обязательно, она к вам сразу новая прилетит. Поиск наушников, помощь и краткое руководство. Кстати, по поводу того, в чем лучше спать, если вы решитесь купить дорогие наушники для сна, у Amazfit'ов такие были. Посмотрите по ссылке в правом верхнем углу, стоят недешево, но лично мне они нравились и помогали. Решение довольно топовое. Bluetooth версии 5.0, к сожалению, не 5.2. Из кодеков завезли только AAC и SBC. Через одну стенку не отваливаются и фризов нет. Через 2 стены все аналогично. Задержки на YouTube минимальные. В PUBG отличия между картинкой и звуком незаметны с включенным игровым режимом на наушниках. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофон и ветер глушат отлично, как и окружающие шумы. Слегка ребят, но слушать куда приятнее, чем Realme Diza Go Pods D, обзор на который вышел 2 дня назад, и вы можете его посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Примеры работы микрофонов вы слышали в начале и сейчас услышите рядом с дорогой. Тест микрофонов Anker Live P3 на улице, рядом с дорогой. Разумеется, сейчас мимо меня будут проезжать довольно быстро машины. И в этот момент как раз могу рассказать вам слезливую историю, как я их получил. Как и большинство покупателей данных наушников, мне их не присылали, я их покупал. Бренд, точнее магазин Anker, посылал их по завышенной стоимости. Насколько завышенной? $6800. То есть, по идее, если бы таможня не соизволила и не оставила их у себя, чтобы я приехал их и забрал с подтверждением документов с покупкой, у меня примерно таможенный сбор бы на них был $900. И вряд ли обзор бы этот вы увидели, потому что оплачивать его, ну, как минимум, было бы глупо.
Также у моих некоторых товарищей была та же история, так же, как и у покупателей. Не у всех, вроде бы все это дело исправилось, вроде бы анкера включили голову и начали их нормально отправлять, но чтобы вы были в курсе, что и такое бывает, первый раз за 4 года при покупках с Алиэкспресса мне кто-то завышает стоимость, я даже не думал, что это возможно. По поводу микрофонов у анкеров, они всегда хорошие. Не назвать их суперскими, я думаю, вы прекрасно слышите, как они сейчас работают. Ветер примерно метров 6 в секунду, притом порывистый. Машины катаются неприятно, и отечественный автопром здесь тоже присутствует. А по ушам и при входе я также сказал, что они комфортные. Они комфортные, у них получилось сделать что-то лучше, что-то при этом они потеряли, какие-то глюки на данный момент в программе есть, и они максимально мелкие. Если с прошивками их не испоганят и не испортят никаким образом, уши будут становиться только лучше. На данный момент, я еще раз за 4 за ролик вам скажу, однозначно я их рекомендую. Насколько они супер топ, ну скажем так, они всегда будут в топ-5 по звуку до 100 баксов. Это 100%. Анкер молодцы. Звучание достаточно объемное. Сейчас я описываю звук без пресетов и изменений через эквалайзер. Бас яркий, шипения на сотке нету, как и сильные каши. Вообще каши нет, если вы не активируете активный шумодав. Звук глубокий и детальный, но все зависит от композиции, тем более от ее качества. Запас громкости есть, но притом для меня достаточный, но я уверен, что многим будет не хватать. Слушать музыку приятно, нет диссонанса и смущающих моментов. Анкер все еще не сдает позиции, хоть и бывают девайсы, которые портят всю картину идеально. В отзывах заметил, что некоторые жаловались на недостаточную громкость. Могу сказать на этот счет только так, что для человека со здоровым слухом и отсутствием пробок в ушах этой громкости будет с головой достаточно. И лучше не баловаться максималкой, потому что здесь выше 80 все, это уже портит слух. Иначе со временем можно просто перестать слышать окружающий мир и получится свое шумоподавление, которое в принципе никогда не отключить. По звуку средний бас есть, bass-up функция иногда слетает. Если вы будете пользоваться анкерскими пресетами, даже без кастомного эквалайзера, вы нереально удивитесь, что эти наушники могут. Да, изначально в стоке это просто хорошие уши. Да, и где-то у них глубже бас, где-то у них необрезанные высокие. Для затычек это довольно странно. В целом никакого вау-гиперэффекта нет, но как только вы заползете в эквалайзер, вы поймете, о чем я говорю. Притом, не обязательно даже покупать какие-нибудь кастомные амбушюры. Стоковые неплохие в этот раз. Очень многим кажется, что это намного лучшая версия Air 2. Во всяком случае, свои плюсы в данных наушниках есть относительно версии R2 по звуку. Как правильно мне вчера написал один из подписчиков, не песочат они. Да, это так, но нужно четко понимать, что все топовые анкера звучат все равно интереснее. Пусть они даже и очень часто вам не настолько удобны, как эти, но если вы ближе к аудиофилии, на эти наушники я бы все-таки не смотрел. Из минусов нет анимации, скользкие марки, микрофоны в этот раз немного расстроили, нет сенсоров приближения мультипоинта, малый набор кодеков. Будем надеяться, что в хотя бы часть из этого производители справят прошивкой. Стоят эти наушники около $80 по ссылке в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, там много всего интересного я скидываю. Кстати, вчера я скидывал новый промик на август, так что добавляйте, смотрите и используйте. И по анкерам хочу отметить, что где-то раз в 2 месяца они выбрасывают нереальное количество предложений с хорошими распродажами. Они не совмещают свои распродажи с алишными, но выгодно купить что колонки, что наушники можно. Притом неприлично выгодно, учитывая, что они еще и промокоды личные посылают в сообщениях, если вы у них когда-то что-то покупали. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, и я туда обязательно скину промики. Резюмирую, автономность топ, как и звучание для своей стоимости. Задержки мизерные. Есть свои минусы, которые я уже перечислил, но все же за свои деньги, даже без распродаж, наушники оправдывают отсутствие некоторых функций. Да, bass-up иногда слетает, но об этом я уверен, что производители знают и точно это дело исправят. И без активированного bass-up, конечно, слушать эту музыку не то. Не для этого и вы их покупаете. Вот такой вот лайфхак, что когда один переключатель меняет звук полностью. Лучше уж без мультипоинта, но с топовым звучанием, чем наоборот, правильно? Но на звук и
цвет, как всегда, товарища нет, и фломастеры разные у нас по вкусу. Наушники топовые. Не забываем подписываться на канал, ставьте лайк за труды. Следующий обзор будет на QCY T13, а потом на Nord 2. При этом до этого я, скорее всего, сделаю прожарку на канале для стримов, так что подписывайтесь и на канал для стримов, где я провожу розыгрыши, и смотрите, может, пообщаемся по поводу этого нового топового девайса и сравним его, может быть, с Mi 11i, который все еще у меня на руках. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.